Готовим вкусный торт к чаю без весов на каждый день. Берем банку любых консервированных фруктов, у меня манго. Выливаем все содержимое банки в кастрюлю вместе с соком и измельчаем до состояния кашицы. Консервированные фрукты можно заменить на 400 мл 10% сметаны или йогурт. Получилось довольно жидкое манговое пюре. Отставляем его в сторону и отдельно соединяем 2 столовые ложки кукурузного крахмала с 2-3 столовыми ложками мангового пюре. Все это тщательно перемешиваем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Жидкости не должно быть много, иначе комочки будет сложнее размешать. Возьму венчик, им это сделать удобнее. Получается вот такая гладкая смесь, которую мы будем использовать для загущения. Далее ставим кастрюлю с манго на огонь. Нагреваем наше пюре до горячего состояния. После чего тонкой струйкой вливаем разведенный крахмал и непрерывно помешивая, варим до загустения. Друзья, полный рецепт вы найдете в описании или в конце видео. Крем загустел. Выключаем огонь, добавляем 20 граммов сливочного масла. Дадим маслу раствориться. Масло придаст крему более гладкую и шелковистую текстуру, а также уменьшит ощущение кисельности от крахмала. Для более быстрого остывания переливаем его в сухую чистую миску, накрываем пленкой в контакт и охлаждаем. Чтобы не пачкать лишнюю посуду, крем можете оставить охлаждаться прямо в кастрюльке. Приготовим тесто. Для этого разбиваем 6 яиц категории S1 лучшей комнатной температуры. Теплые яйца взбиваются быстрее и дают более устойчивую пену. Яйца из холодильника тоже подойдут. Из данного количества яиц я приготовлю бисквит диаметром 26 см. Итак, помещаем яйца в чашу миксера. Она должна быть чистой и сухой, без следов жира. Для баланса вкуса добавляем щепотку соли и сразу же вводим 6-8 столовых ложек сахара. Для взбивания подойдет как ручной миксер, так и планетарный. Начнем взбивать на средней скорости 1-2 минуты, чтобы сахар начал растворяться. Затем увеличиваем скорость до максимальной и взбиваем еще 7-8 минут. Масса сильно увеличится в объеме, примерно в 3 раза, станет очень пышной, светлой, почти кремовой. Для бисквита без разрыхлителя именно взбивание яиц дает весь подъем. Вообще ориентируйтесь не на минуты, а на состояние массы. Она должна оставлять ленту при стекании с венчика и не исчезать сразу. Когда взбитая масса прошла тест ленты, сразу вмешивайте муку. Понадобится 6 столовых ложек с довольно большой горкой, которую нужно просеять и ввести в 2-3 приема. Каждый раз аккуратно перемешивая венчиком или лопаткой движениями снизу вверх. Мешать нужно аккуратно, но достаточно быстро. Частая ошибка – мешать по кругу, как тесто для блинов. Так пена оседает и бисквит становится низким. Так что мешаем снизу вверх, а новичкам советую перемешивать силиконовой лопаткой. Это тесто не должно долго стоять, его нужно выпекать сразу же после перемешивания. Поэтому форму для выпечки подготовьте заранее, застелив дно пергаментной бумагой. А также предварительно разогрейте духовку до 170-180 градусов. Переливаем форму диаметром 26 см.
Разравниваем поверхность и выпекаем в течение 30 минут. Пока бисквит выпекается, духовку не открываем. В конце готовность проверяйте деревянной шпажкой. Готовый бисквит получается легкий, воздушный и очень нежный. Достаем его из формы, переворачиваем на решетку, снимаем пергаментную бумагу. Он очень нежный и воздушный. Дадим бисквиту немного остыть, после чего разрезаем его на 2 равные части. Это можно сделать как тонким длинным ножом, так и ниткой, предварительно сделав надрезы по периметру. Бисквит получается большим, мягким, ароматным, очень-очень нежным, а главное полностью натуральным, из самых простых и доступных ингредиентов. Заварная основа остыла. Приготовим крем. Берем 150 граммов любого творожного или сливочного сыра, а можно и отвешенную сметану. И смешиваем с заварной основой. Друзья, пишите, откуда вы меня смотрите. Думаю, всем очень интересно это почитать. Данный бисквит можно приготовить в форме меньшего диаметра и разрезать на большее количество коржей. Получится более высокий торт с большим количеством слоев. Бисквит желательно немного пропитать молоком или сахарным сиропом. Часть крема наносим между слоями, равномерно распределяя по всей поверхности. Оставшимся кремом покрываем бока и верх торта. Сверху торт я украсила кокосовой стружкой, кокосовыми хлопьями и кусочками сушеного манго. Дадим торту немного настояться в холодильнике. У меня он постоял буквально полчасика, и пробуем. Он очень-очень нежный, ароматный и вкусный. Чем дольше торт постоит в холодильнике, тем он лучше стабилизируется и станет еще вкуснее. Вот такой довольно простой, но не банальный торт у нас получился, без весов. Всем приятного аппетита, всем пока!